Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня у нас на повестке дня релиз нового вулканического биома сразу на 3 планетах и срочная кампания с новыми заданиями по захвату промышленных комплексов автоматонов, свежие ответы сотрудников студии Arrowhead с намеками на появление БТР и о других будущих нововведениях, связанных с игровой премией The Game Awards в этом году, возвращении мира Улья и сиквелах Варбондов, критичном баге после недавнего патча, а также другие не менее занимательные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Неожиданно в четверг 4 декабря нашим системам галактического наблюдения удалось обнаружить ранее скрытые магматические планеты на фронте автоматонов. Оказалось, что все это время, пока мы обороняли остальные рубежи Федерации, железнозадые социалисты добывали полезные ископаемые прямо у нас под носом. Такая наглость не должна сойти ботом с их сервоприводных рук, поэтому командование выпустило новый важнейший приказ в рамках срочной кампании, исключительно для личного состава хеллдайверов, изъять незаконно добытые автоматонами материалы для дальнейшей реализации ради целей демократического процветания. Виды нового вулканического биома поражают, но и таят в себе множество опасностей. Колючие кактусы и скалистые участки с перепадами высот, бурлящие озера магмы, в которых хоть и можно искупаться пару секунд, но повторять не советую. И, конечно же, припекающие седалище активные вулканы. Здесь земля под ногами буквально горит от тирании. По этой причине брать с собой машину тактической разведки будет очень опрометчиво. Демонтаж шин при наезде на небольшое скопление лавы происходит буквально за секунды. Надежные, качественные и собранные на нашем заводе детскими руками мехакостюмы справляются с суровыми условиями получше, но все равно имеют свой предел прочности. Эксклюзивно для данного биома появились обновленные комбинации основных и дополнительных заданий. Большая часть из них уже была в игре, но есть и действительно новые миссии. Одна из таких – демократическая прихватизация слитков с платиной прямо со склада автоматонов. Конечно же, просто так их вам никто не отдаст, так что будьте готовы встретить ожесточенное сопротивление. Есть и более сложный блиц-вариант этой миссии, который весьма за короткое время после релиза многие игроки окрестили вторым Malevelon Криком. На самом деле, секрет успешного и максимально беспроблемного выполнения этого задания указан буквально в его описании. Чем быстрее вы перетащите платину в контейнер, тем скорее сможете эвакуироваться. Промедление чревато навалом вражеского металлолома с неба. Вашими самыми действенными помощниками в ходе этой миссии станут турели, в особенности ракетная и автопушка, орбитальный лазер и даже газ, полутонная доза демократии, сброшенная Орлом, а также энергощит, в котором можно разместить турели, чтобы они жили подольше. Аналогично конфискации платины, следующей новой целью стал вывоз термоядерных батарей. Только будьте с ними поаккуратнее, они весьма хрупкие и очень взрывоопасные. Далее идут задания, которые мы раньше уже встречали, но теперь они реализованы на территории лавового биома. Захват неосвоенных месторождений с помощью бура по большей части был перенесен с фронта Термигнит, с небольшими отличиями. Миссию по уничтожению биопереработчиков мы также видели ранее, ее просто перевели в основное и добавили блиц с сокращенным временем выполнения. На этапе эвакуации образца органической плазмы в рамках этой же миссии вы тоже не встретите ничего особо нового. Активируем терминал, крутим крутилку, подключаем-отключаем шланг транспортного шаттла и завершаем задание. Захват шахты автоматонов представляет собой давно знакомое поднятие флагов рядом с незаконной постройкой врага. Разница лишь в обновленном окружении. То же самое можно сказать о захвате станции переработки. Вызываем с орбиты капсулу с диском, вставляем и перезагружаем систему. Дополнительные задания тоже были использованы повторно, а некоторые, например, уничтожение хранилища с топливом, были перенесены из категории основных. В целом, с релизом нового биома на фронте автоматонов по большей части добавились лишь визуальные нововведения, но даже это, хоть и немного, определенно добавит разнообразия в наш одолазный геймплей. Не говоря о том, что теперь можно приодеть броню убийца демонов, взять двустволку «Двойная свобода» из супермагазина, включить тот самый саундтрек от Мика Гордона, высадиться на планету Фьюри и хорошенько так закосплеить Думгая, кромсая врагов демократии налево и направо, ведь атмосфера
проверка тут соответствующая. Не забудьте и вы поделиться своими впечатлениями от нового биома в комментариях под этим видео. Интересно узнать ваше мнение. Продолжая тему галактической войны, стоит сказать, что прошлый главный приказ по борьбе с диссидентами успешно выполнен. Нам удалось освободить планету Афоя-Бэй для нужд Федерации. Центр содержания диссидентов будет построен. Верховное командование сделало непростое решение – перераспределить ресурсы, которые мы добывали для реконструкции мегаполиса Новый Верховный Йорк на суперземле, в пользу скорейшего возведения исправительного учреждения, в котором будет содержаться более 15 миллионов диссидентов. На этом война с предателями официально завершилась нашей победой. До начала The Game Awards 2025 осталось чуть меньше недели. Комьюнити-менеджеры студии Arrowhead будут почетно командированы в гущу событий и лично увидят этап награждения, о чем Баскинатор и сообщила в официальном дискорде игры. В этом году я буду присутствовать на ТГА вместе с Митчимусом. Мы ничего не покажем, но едем туда, потому что номинированы на 2 награды. Конечно же, мы поверили и не ждем никакого мощнейшего анонса от Arrowhead на этом масштабнейшем в игровой индустрии ивенте, особенно после событий годичной давности и некоторых свежих находок отдела файловой разведки, а также следующих слов продакшн-директора студии Алекса Болла, которые он как бы невзначай обронил во время вчерашнего стрима на YouTube-канале Helldivers 2. Я думаю, нам сначала нужно больше колес, больше... Колес, да, действительно, именно так. Как нетрудно догадаться, намек на большее количество колес относится к шестиколесному БТРу, который, кстати, был не так давно возвращен в файлы игры. Думаю, здесь всем все максимально понятно. Ждуны, готовьтесь, вы скоро наконец получите свой долгожданный транспорт. И опять же, все дружно сделаем вид, что ничего не было и никаких тизеров БТРа мы не слышали. Возвращаясь к наиболее интересным обсуждениям во время прямой трансляции с разработчиками, вот что они ответили на вопрос об отключении Лорда Улья и его пещерного мира, а также прорывного штамма. Некоторые из этих вещей немного особенные, например, владыки Улья, они особенные. Так что этот контент будет, так сказать, появляться время от времени. Да, его будут возвращать, знаешь, с определенными интервалами. Это те вещи, которые мы хотим оставить особенными. Мне кажется, если бы мы постоянно бросали на вас миллион повелителей Улья, возможно, они бы немного утратили свою магию. Определенно. Можете ли вы гарантировать возвращение повелителей Улья? Да, в свое время. В свое время, конечно. По мнению многих хеллдайверов, Warbond Commandos Питоны является прокачанной версией уже ранее вышедших Змеев Commandos, потому в сообществе неофициально окрестили питонов своеобразным сиквелом. По словам Arrowheadовцев, подобного рода переосмысление старых премиальных заслуг будет и в будущем, а также, возможно, мы увидим и официальные их продолжения. Мне кажется, что для Viper Commandos вполне уместно сделать сиквел Warbond, потому что у него действительно есть этот сильный такой дух боевиков 80-х. Почему-то мне кажется, что эта тема как бы сама по себе располагает к появлению сиквела, знаешь, как «Хищник» и «Хищник 2». Мне было бы очень любопытно и действительно интересно услышать, что именно люди хотели бы увидеть в продолжении. Стоит ли нам создать Polar Patriot 2? Демократическая детонация 2. О, да. Это было бы хорошо. Ранее, еще до проведения стрима, Алекс Болл также намекал на новый контент в официальном дискорде игры, отвечая на вопросы о развитии планов после вторжения на Суперземлю. Мы добавили миры Ульи, пещеры, Повелителя Улья, кучу новых миссий и врагов. Конечно же, еще несколько варбондов, и скоро вас ждет еще больше. Также Алекс поделился некоторыми подробностями о том, как разработчики проводят работу над ошибками и предотвращают появление багов за последнее время. Мы начали более тщательно исправлять известные проблемы, некоторые из них были исправлены в недавнем патче, а остальные будут исправлены в следующем. Проблемы со звуком вызывали большую озабоченность и требовали длительного изучения. Я надеюсь, что мы сможем исправить их в следующем обновлении. Однако все равно новые недоработки встречаются, хоть и не в таком большом количестве, как раньше. Например, после выхода обновления от 2 декабря появился критичный баг, приводящий к вылету игры. Все дело в одновременном
открытии меню стратегем и нажатии кнопки перезарядки, но уже в пятницу 5 декабря был выпущен хотфикс для исправления этой проблемы. О продвижении работ в плане оптимизации и даже вводе DLSS Production Director сообщил следующее. Безусловно, идея заключается в том, что мы будем уделять больше времени оптимизации перед релизом каждого обновления. Мы постараемся добиться стабильного улучшения. Я знаю, что команда обсуждала ввод DLSS в какой-то момент, но не помню, было ли это запланировано. Эстафету ответов на вопросы принял SEO студии Шамс Джорджани и намекнул на появление того самого варбонда, заточенного под стелс, о котором многие любители спойлеров и территории датамайнинга уже были давно в курсе. Также Джорджани рассказал о планах по решению проблемы с антиабуз-системой против читеров, которая снимает все награды при сборе более 98 сэмплов за миссию, влияя тем самым и на честных игроков с усилителями на дополнительные образцы. А вот беду с полным зависанием игры, по словам Шамса, не так уж просто решить. Нам очень сложно воспроизвести эту проблему в офисе на 100%, поэтому ее трудно исправить. На консолях, по заверениям гендиректора, зафиксирован исторический минимум вылетов. Разработчики постоянно отслеживают стабильность работы игры и следят за общей ситуацией. Отличной новостью стало прямое подтверждение от SEO, что команда Arrowhead хочет ввести в будущем сохранение выкладок в качестве удобных пресетов. То же касается и переработки некоторых усилителей, в особенности отстающих в популярности использования. По мнению Шамса, у всех них есть потенциал для доработок или улучшений. По поводу недавно вышедшей Slim-версии на 23 гигабайта для ПК игроков, Джорджани ответил так. Облегченная версия находится в стадии бета-тестирования. Мы отслеживаем ее стабильность по сравнению с основной версией. Для тех, кто, возможно, до сих пор не в курсе существования данного максимально облегченного клиента, напомню инструкцию по его установке. В вашей библиотеке Steam нужно нажать правой кнопкой мыши по игре Helldivers 2 и открыть свойства. Далее выбрать вкладку «Бета-версии». В раскрывающемся списке «Участие в бета-тестировании» выбрать Prod Slim. Далее просто закрыть окно свойств и подождать, пока Steam загрузит патч. Удалять игру самому не нужно. При распаковке все лишние файлы удалятся сами. Slim-версия полностью идентична той, что весит 150 плюс гигабайт. Потери качества текстур и стабильности работы не зафиксировано. Просто из нее были удалены все дубликаты ассетов, которые необходимы для ускорения загрузки на обычных жестких дисках. Так что можете смело устанавливать эту версию для экономии места. Только не забудьте перед этим удалить абсолютно все моды, потому как они могут вызывать сбои и привести к неправильной работе игры. На этом блок наиболее интересных известий от разработчиков подошел к концу. Далее вас, как всегда, ждет обзор ассортимента товаров супермагазина и личный приказ на ближайшее время. На данный момент в продажу вернули часть дополнительных предметов Варбонда ведущие церемонии. Не упустите свой шанс приобрести тяжелую броню RE824 Знаменосец с улучшенной пассивкой армированные палеты, а также красивый парадный плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки – выполнить 6 дополнительных заданий. Конечно же, не забываем о нашей постоянной рубрике «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает ее на сегодня сообщение от Фарулен. У вас недостаток железа? Принимайте магний. У вас недостаток свободы? Принимайте М1000. Отличная демократическая рекомендация, ведь Максиган распространяет свободу максимально эпичным образом. Второй комментарий оставил Ясамир. Жалко, что перк касади котов не работает к подствольному гранатомету. В теории эта пассивка должна влиять и на количество гранат в подствольнике, так что тут пока непонятно, баг это или намеренное ограничение. И завершает рубрику на сегодня Sai Pro Shadow. Doom есть, а теперь надо Warhammer. Отчасти отсылка на Warhammer уже есть в виде пила меча, но увидеть официальную броню от стрелоголовых в стиле этой вселенной было бы тоже интересно. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцко-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.